Здорово, мы продолжаем проходить Thaumaturge. Значит, мы находимся в Варшаве. Только квест называется как странно. Сын города русалки. Что это? Как это? Бляха-муха. Ладно, отправиться на Паванзовское кладбище на похороны отца. Я вас понял. Угу. Так, здесь у нас тупичок. Хорошо, что у нас по карте? Карта у нас... я так понимаю, здесь вот разные районы будут. Ну, я так понимаю, игра здесь не про какие-то рандомные стычки, открытая карта. Тут чисто вот по таким кусочкам бегаешь. Вот, и там решаешь задачи вот такие вот, как использование, да, вот этих своих навыков. И от этого уже от всего отталкиваешься. Революционные листовки. Братья, 11 часов рабочий день — это путь в могилу. Ну, это понятно. Варшавский курьер. Визит императорской четы. Когда этот... Ну, это понятно. Это всякая херня, херамунтия. Это все еще часть этого, да, вокзала. Цивильненько, так хорошо. Меню. Меню нам тоже не интересно. Ежедневный курьер. Тоже такое есть. Нифига там опыт растет. У меня, если что, 3 очка. Я пока не знаю, куда их вкидывать, потому что я не знаю. Я, конечно, мог бы вкинуть там туда. Не знаю, куда еще. Повышает концентрацию. Кстати, можно концентрацию повысить? Кстати, я что увидел? Можно повысить концентрацию и вот эту фигню. Типа, вместо того, чтобы получить урон, вы теряете концентрацию 1 к 4. Так, это у нас что? Южное предместье. А что еще где? Нам, видимо, в ту дверь и надо. Так, сейчас посмотрим, что здесь еще. Антитауматургические листовки. Зная врага в лицо, действуй из тени. Тауматурги замышляют разве понятно? Так. Розыск кого-то. Я так понимаю, листовки здесь эти обязательно читать. Правда, толку они вообще ничего не несут. Никакого. Но зато они опыт приличный. То есть я почитал. У меня уже опыт почти уровень. Так, ладно, где-то здесь. Дверь. Да, в смысле? Акт 1. Город, который не забывает. Why such a crowd? A circus has come to town. These are troubled times. Ну да, я только хотел Brothers сказать, turn against brothers. Император. Russia has had enough bloodshed. The violence must stop. When socialists attempt to divide Russia and her subject nations, to dent the sword that smote the enemy at Grunwald, this demands my decisive action. Thus, by my grace, I hereby appoint as Governor General of Warsaw, Georgi Antonovich Skowon. A butcher. Not a popular guy, I presume. I see you ain't from here. That swine keeps a photo album of all the folks he's had shot at the Citadel. Before and after execution. Варшава!
The time for leniency and indulgence is over. From the moment this office is bestowed on me, no forces hostile to the subjects of Greater Russia will have any further right to exist. None! Whether it be brutal socialist subversives, communists, Jews, or other satanic provocators. Satanic She knows provocators. how to unite a crowd. Pardon me. Are you Polish? Yes, I feel Polish. My name's Viktor. Wanda. This is Russia here. Like it or not. Варшава. Время террора закончилось. Иди нахуй! My first decision as Governor General of Warsaw. Арестовать. Иди нахуй! Смешно. Great heroes in their sense of timing. Of course, now they're the first ones in the fight. Самообладание, поляки. We want that rebel. The loudmouth. Damn. What happened? Be a gentleman. Please kneel and tie my shoe. В ответ продиктованный гордыней он не только возможен благодаря уровню вашего изъяна, но и сделает его еще сильнее. Блять. Я пока не понимаю, выбирая эти варианты, я ухудшаю свое положение или нет? Вот я вот этого понять не могу. Ну, блин, даме завязать-то что, если... I didn't dare suggest it myself. Под юбку загляну хотя бы. Can I ask you a tiny favor? The Russians can't find out about this. The military is just looking for an excuse to suppress the crowd, and these workers are dreaming of thrashing a Russian gendarme. Either one of you confesses to disturbing the peace, or всех забирай. We'll take you all in. You can't handle all of us. Can you get us out of here? I think I'm open to any kind of suggestion. With a book like that, I'd find out what would convince one of these bastards to let us go. Or I'd take on that self-appointed leader of the proletariat. Interesting strategy. Who are you, really? A damsel in distress. Those don't usually hide ammunition in their stockings. Can I explain it to you another time? For instance, I could disclose to a soldier that you came here with ammunition under your skirt. Maybe we should see who they believe. A respected lady of Warsaw, or a common magician who just 100 years ago would have been burned at the stake. Well, since you молодец. asked so nicely. I'm going to take a look around. Да, молодец. Просьба от дамы в беде, которую я встретил во время сгона демонстранта, просит помощи незаметно скрыться. Пистолетные патроны. Маленькие патроны вмещают большие чувства. Надежда. Им предстояло служить правому делу. Страх. В эти трудные времена он находит дорогу даже в самые стойкие сердца. И решимость. Спутница отваги, без которой не взглянуть в глаза реальности. Каждая пуля была укромно припрятана в складках белья, как и в прошлый раз и раз до этого. Обычно делают для той, кто рискует подобным образом. Значит, запах там еще остался. Do you think it's a good idea to stir people up and send them to face bullets and bayonets? What do you want then? My whole life on my knees? Kissing Ruski's ass? Do you realize blood is about to be spilled? And that it might be mine? Fuck off!
Я могу? Do you think it's... What do you... My whole life on my... I was trying to keep from dragging... They won't expect us to strike first. Let's see for... Куда? Я, короче, куда-то ввязался. О, понятно. Так, ладно. Что я хотел? Я хотел взять концентрацию. И хотел, чтобы вместо ХП летела концентрация. Все. Начать бой. Переключение между персонажем и салютором. Чтобы улучшить планирование атаки, вы можете писать, что делать ваши навыки, салютора, прежде чем их выбрать. Призыв другого салютора. Вы можете в любое время призвать другого салютора. Зеленый салютор на значке салютора означает, что он будет особенно эффективен против выбранного врага. Салютором указана причина, по которой он полезен в данный момент. Лишение концентрации подействует на этого врага эффективнее. Враги скоро получат подкрепление. Так, ладно. Наносит 3-4. Я могу ему старую рану накинуть еще. А это лишать концентрации дальше. Пятнашка? Ебанулся, брат. Блин, а он его не убьет. А, убьет. Нет, не убьет. Блин, надо было быстрый удар делать. Блин, слышать концентрацию, это неплохо, оказывается. То есть у них оттягивается, я так понимаю, они как ход пропускают. Так, хорошо. Вот так. И 8 очков здоровья мне надо восстановить, да? А где здоровье-то? А, у меня еще этого не было.
Нет, не успею. А? Вой. Если у врага 50% или меньше, этот навык посылает дополнительное состояние, случайно говоря, мучение. Злой рок. Ну, давай посмотрим, как он работает. Охренеть. Враги могут обладать определенной чертой, которая делает их невосприимчивыми к атакам. Черты связаны с гранями травматургии, их можно на время убрать. Чтобы убрать черту, натравите на врага салютора, принадлежащего к той же грани, что и черта. Если вам не достает силы грани, вы можете истощить концентрацию противника и выполнить сильную атаку. Атаковать упырем, чтобы убрать. Что за упырь? А вот, упырь. Этот навык убирает черту врага. Ни хера у него концентрация. Ты чё? Мы, наверное, не успеем такими темпами. Не успеваем, да? Сейчас, походу, мощнейший залп будет. Хотя, если уменьшено это... Блять, кого? Блять, двенашка, пиздец. А почему он меня опять не восстановил? Не понимаю. Три очка здоровья. А, вон, 3, да. 34 из 40, нормально. Мне 6 очков всего не хватает. В зубы. Сотрясение. А чё этот может ударить? Не от того мира все наносит. Давай. Красиво. И одну очечку восстановил. В смысле? Вы потеряли гримуар? Шульски. Виктор. Это нормально? One of those Shulskis? Yes. My condolences. Now, profile. Thank you. What you pissing in the bucket for, asshole? Where else am I supposed to? Brown in the bucket, whiz on the wall. You better remember that, too. That bucket's gonna last you guys till tomorrow. Can I use the phone? Вот это я зря, конечно, по-моему. What are you staring at, Ganef? I don't know what that means. Quit squealing. First time in the big city? Have some respect if you don't know who you're running your mouth at.
He's one of them that went after the Ruskies with his bare fists. Ваше решение закрыт путь. Гордо признать, что подрались с русскими. For being innocent. Same as all of us. Сука. Well, are you from somebody? My name's Viktor Szulski, and I work on my own behalf. All right. Respect. First of all, I am a Thaumaturge. Now them, I got respect for. I know one really decent Jew from Povishla, who's a wizard too. How about you? You got a foreskin or what? Is my foreskin any of your fucking business? Well, no. I was just... Нормально он с ним. Schmuck. But you don't look like much of a Warsaw lad. I'm just here for my father's funeral. I hope you don't miss the funeral toasts. Welcome to Warsaw. Так. Понял. I wouldn't call you a master strategist. You got away from the station, so theoretically, we achieved our goal. You're not losing your sense of humor. I guess this isn't your first time in a place like this, is it? I spent a little time on the Rue de la Raquette in Paris. It got demolished 5 years ago. Oui. What about you? You seem to know your way around this setting. You been here often? I'll take that as a compliment. And sure, sometimes, if the cause demands it. What cause? Let's say I know certain folks who'd find poles like you useful. Dealers in stolen Dutch pomade? Donut connoisseurs. They met at Burke Rotblitz's cafe. What exactly do your friends do? I'd be glad to tell you, over coffee and jam donuts. I'm afraid all these crews might have more questions and want to keep you here longer. Then you won't just miss out on the pastries, but also an adventure worthy of a great cause. Szulski! I see you won't be hanging out here long either. Так, бесстрашная Ванда, контрабандистка патронов, предложила встретиться у Бёрка Роздблица. Женщина с панталонами, полными патронов, которую я встретил во время сгона демонстрантов. Она явно не впервые занималась подобной контрабандой. Но в этот раз подвязка, увы, не выдержала, и пули высыпались на землю. Быть может, судьба еще сведет нас вместе за пончиками с повиду у Бёрка. Szulski, this yours? That's right. Then take it and get out of here. А пистолет? Я не буду спрашивать, почему меня так быстро отпустили. Отпустили, и слава богу. Остальное не мое дело. А, это нормально, да? О, Виктора. Так, понятно. То есть нормально, что по полицейскому участку хожу, дела читаю, да? Хорошо. Так, что у нас тут? Разыскивается полицией. Мария Бурка, 54 года, проживает в Варшаве, район Старая Прага. Обвиняется в соучастии при краже голландской помады на сумму 2000 рублей. Нихера себе, 2000 рублей. Сколько там тогда? Виктор Шульски. Мне кажется, я прокачиваться буду одними записями. Необходимо усилить охрану города на время визита его императорского величества. Понятно. Так, вон еще одна бумажка. Или я ее читал? Нет, по-моему, не читал.
Некролог Станислава. Станислав Шульский. О, высокоуважаемый гражданин, тауматург, благотворитель, предприниматель, отец и муж. Скоропостижно скончался 31 августа на 64-м году жизни. Церемония отпевания. Душа усопшего состоится в субботу 7 сентября в 11 часов утра в костеле Святого Карла Боремоо, куда дочь усопшего приглашает всех родственников, друзей и знакомых. Так, и там южная, а там... А там закрыто, да? Понял. Мне одной листовки не хватило до уровня. Виктор Шульски. Так, ладно, вот и я. Заперто. Трамвайная остановка. Апартаменты, отель, заперто. Экипаж, Венский вокзал, заперто. Значит, у меня только отель, да? Отправиться на повозку кладбище похорон отца. Так, а стоит ли пробежать по кругу, потыкаться во всякие эти бумажки? Ну, щелкать нет смысла, я так понимаю, да? Уже я что-то привык щелкать. Бежишь такой, хоп, щелчок. Брошюра с пропагандой, понятно. Да, наверное, пробегусь. Все-таки опыт будет не лишним. Ну, то есть игра довольно простая. Не знаю, сколько стоит ли она своих денег. Все-таки 1300 рублей. Вот. По сути, здесь вот ты бегаешь... Она очень линейная, то есть тут нет какого-то разветвления, я так понимаю. То есть ты бежишь, там поговорил. Даже, по-моему, решение нельзя выбрать. То есть тебе надо найти подсказки, все, он сам принимает решение и все. Но боевки прикольные, прям вот это вот пошаговое, типа. Живая там? Виктор Шульски. А могу на трамвае, да, доехать? Разницы, в принципе, нет. Ну да, что-то листовок-то почти нема. Я думал, будет побольше. Ну вот можно в отель завалиться, кстати. Может там будет какие-то. Ну еще прикольные такие улички. Классики тут нарисованы мелком. Уж здесь что есть? Понял. Ладно, погнали. Павансковское кладбище, обновляющее цивилизацию, погоня за успехом, накопление богатств, погнали. Так. Похоронное бюро, ну, понятно. Большой дерби на поле Макотовском. Чё? Так, мы на перепутье. Ага. Так, вот это что? Фамилия мавзолей Шульских. Заперто. Видимо, мне в мавзолей. Заход вот здесь, да? Для прихожан эта херня. Похоронная клипсидра.
Такие все бычары здесь быкуют так. Так я не понял вот эту херню с концентрацией. Ни хрена... Чувак, нормально. Ни хрена концентрации они не снимают. То есть у меня как было? Вместо того, чтобы получить урон, теряется концентрация в пропорции 1 к 4. Хорошо. Но вот. И на 3 концентрации. Я все равно ни хрена не понял. Не работает. Для каждого раз станет мучень. Каждая последующая сцена действует меньше очков. У меня сейчас сколько? 3 очка, да? Упырь. Даю. Типа вот... А, вот это надо. Действие, противодействие. Вот следующей атаки салютора на 50%. Бля, мне, конечно... Восстанавливает за каждого врага в состоянии мучения. Так, ладно. Думай, думай, думай. Ну, действие, противодействие. Вот это вот что? Это случайно никогда меня атакует, чтобы я типа ударил? Кто мне скажет? Ладно. Все, вот так. Потому что я все равно не понимаю, что здесь надо качать, что не надо, и как-то влияет здесь это, не влияет, хрен его знает. О, интересно. А за прочтение могил мне тоже будут опыт накидывать? А серьезно? Да, я сейчас тут прокачаюсь. А может и нет. Так, ну мне туда надо, да? Чаще вот здесь посмотрим, есть здесь какая-нибудь могилка, к которой можно присосаться. Да. О, нихера, это что такое? Монумент такой. Ну ладно, погнали. Мордехай. Чё, I'm Мордехай? sure you don't remember me. My name's Hayat, Mordecai Hayat. I wanted to offer my condolences. Thank you. Please, forgive my prying. I know Mr. Shulski took nitroglycerin for his heart, but how did he pass away? Was that his cause of death? His heart? Нитроглицерин? Что ж у отца не было сердца? Ладно, скажу, что я не знаю. I'm curious myself. I haven't had a chance to find out. Yes, I understand. My condolences, once again. I'll leave you alone. Ну, поди сюда. I think I ought to arrest you, I haven't done anything, officer. What's the problem? I barely recognize you either. You still haven't figured out who I am? Don't be surprised. The last time we saw one another was 20 kilos ago.
Uncle Voronin? I Uncle will not Voronin. keep you. That guy's probably all alone back there, among those vultures circling That's Stasico. Stasio. I'm sure she'll be glad to see you. Над Стасиком. Sister? Victor. I'm so glad you came. I wasn't sure if my telegram had reached you. I'm glad too. How are you holding up? All this caught me off guard, but for now I don't have time to think things through calmly. Look at yourself. What happened? Так, сменить, спросить, знает ли ваша мать о смерти вашего отца. Have you written to Mother? Yes, but what can you expect? You know what Nadia is like. It was never her style to show up for family events like this. It's getting late, and we've still got the reading of Papa's will ahead of us at home. And I'll leave you two alone. I suppose you've got your own matters to clear up. Fine, let's get... So, it was me who got it right in the end. Back then, on the train platform, was the last time we saw one another. 15 years ago. After brief suffering, fell asleep in the Lord. Brief? I hope not. Did you write this yourself? A tyrant, bigot, and liar, mistakenly absolved, died after suffering all too briefly. That's better, and definitely closer to the truth. The day you died, you visited me in my dreams. I was a child when you hounded me out of here, and I remember you as you were back then. But in my dream you looked older. You gave me hell as usual. You didn't believe I'd succeed. You were wrong. I've come back with 2 salutors. I'm sorry there are so many things I didn't get to say to your face. All those years, I said them over and over to myself in my head. How you were never able to admit a mistake. You never sought blame in yourself. Someone else was always guilty, never you. Mother because she wanted something for herself in life. Ligia because she wasn't born a boy. Me because I was born a Thaumaturge, but I didn't want to live following your principles. And now... Farewell, Father. Am I intruding? Ответ продиктованный гордыней. Он не только возможен благодаря... ну понятно. Have you been eavesdropping like that for long? All my life. I came to pay my respects to the dead. Stanisław and I were acquainted. You might say I knew everything about your father. Mr. Viktor Szulski, isn't it? Your absence from Warsaw has happily come to an end, I hope. Что вы пока не определились, сказать, что вы не повинны здесь задерживаться, сказать, что это не его дело. With all due respect, this is my personal business. It was my father who knew you, not me. True. Please forgive me. I meant no harm. Again, my condolences. Я так и не знаю, правильно я развиваю гордыню или нет. I didn't catch your name. My name's Konechkin. Ivan Konechkin. Goodbye. Иван Семенович Конечкин. Such interesting friends you had. I guess I'm more tired than I thought.
Иван Семенович Конечкин. Юзефина Шульская, урожденная Гогенлоуэ. Great-grandmother Josephina, Прабабушка. a Thaumaturge. Thaumaturge. Так, что можно вкинуть? Наверное, вкину вот сюда, чтобы потом вот это кровавое исцеление. Правильно я делаю, херовство? We can go. The hardest thing was getting the lid of the urn. The scattering I could handle. You can play the clown, but I know how much this has cost you. I'm glad you went. Love at a funeral. Eros post-mortem. Is it suitable for a young lady in mourning to fraternize with bachelors? Konstancja Shabłowska, the Warsaw Courier. Could I ask for a brief comment? Faina. Thank you. And you, sir? We're twins, my dear lady. The Szulskis reunited. You don't look like a horrid cripple. Why did you leave Warsaw so quickly? Don't tell her anything. She'll write whatever she wants anyway. And we'd better get going. I can sort it out, but it might cause you some trouble. It's not worth getting your hands dirty over. Get out of here, or I might decide you're attacking an Imperial official, and you'll wake up tomorrow in the Citadel. Are you threatening me, Judge? I'm actually spurring you from him. Would you rather try your luck with a Thaumaturge? Come on, children. I'm sure my Petya is already waiting for us at home. Русские имена на английском так прикольно звучит. Are you coming with us? Thanks. Get in. I'm sure the lawyer is already waiting for us. Петя. Конечки. Так, ладно. Где мы? Я здесь не был. А это значит, что нам надо сделать? Пробежаться и почитать. Виктор Шульски. Семенович Конечкин. Бытует время, что здесь ни хрена нет. Ой, бытует время, бытует мнение. Ну и время бытует тоже. Вам как, нормально под дождем сидеть и кофейку хавать? Безопасное мыло с добавлением мышьяка. Вы что, его дали? Что за мыло такое? Если только каким-то дорогим людям, ёптать его давать, которые бесят нескончаемо. Как подарок. Антон Семенович Конечкин. Или как его звали, я уже забыл. Ну, то есть... город максимально пустой в плане того, что никаких событий не происходит. То есть вообще ничего. Может, конечно, это еще как бы как пролог считается. Но пролог, мне кажется, с Распутиным был. Вот. Может, я сейчас как главный квест закончу, и там будут какие-то задания. Но вот так в целом, то есть вообще ничего нет. Ты бегаешь. Пустой вообще. Ну, не пустой город в плане... Никаких побочек, ничего нет.
Что-то, конечно, я нахожу, но это все такое. Ладно, погнали. Что это такое? А, это рынок, я думал, бесенница какая-то. Ой, куда это я забрел? Мяу. Так, сюда же, да, мне надо идти? А, да-да, вот ресторан, где под дождем хавают. Miss, your guests have arrived. The lawyer's upstairs too, waiting. A trifle jittery. Wonder if the tea I made him was too strong. Thank you, Grażyna, dear. Let the guests wait. First, I want to take care of the will. I'll just wet my whistle and join you all upstairs. Стопочку. Make sure Uncle makes it upstairs sober. And I'll suggest you don't dawdle either. Пойдем. Master Victor, good God! Half your face covered, but I could tell right away it was you. You look just like your father in his youth. Completely his spitting image. Should I make you some cocoa, Master? It would warm you up a little. Мне нравится коко. Make an extra creamy one for Ligia. Oh, I won't skimp on her. Now, your sister's putting a brave face on all this, but she's really having a hard time. It's lovely to see you again. But that's enough jabber for now. I've got the guests and the cocoa, and I've got to whip up some food for you all later. We'll talk soon. Коко. Так, хорошо. Зеленая площадь. Что? А, это оттуда я пришел. Вот они, стервятники, притворяющиеся моими друзьями. В смысле, друзьями отца. Петя Воронин. Это сын? I don't want to put my foot in my mouth again. I already failed to recognize someone once today, but you look familiar. Well, I should think so. I was the victim of one of your starling hunts. Voronins must not be very memorable, cousin. Petya! Forgive me, and for shooting you as well. How are you doing? Just some heart problems, not a subject for today. I'm sorry about Uncle Stanislav. Forgive me for not coming to the funeral. I can't bear cemeteries. We'll have to meet up again. Goodbye. Петя Воронин. Так, ладненько. Подвал? Нет, в подвал я не хочу. Ладно, я хочу в подвал. О! Осмотреть дядюшкин прокат. В смысле, отцовский портрет отца. Почти насобирал себе на уровень всякого говна. I'm glad you're here. So many goodies laid out for the guests. Having trouble picking something for yourself? But this was Stasios. It was... I think you mean quince liqueur with amber, right? If it's not here, I'm but I won't grope around down there in the... No, I don't want to trouble you either. I suppose I'm obligated. Good lad. Понял. Я в подвал. А там, интересно, махач будет сейчас? О, какой портрет матери.
А, и ни хрена здесь не было ничего, кстати. Пино нуар из Орегона. К этой бутылке прилипл оцепеневший, вызванный чувством глубочайшего удивления, не позволившего выдавить ни слова благодарности за столь уникальный дар. Несмотря на особую любовь к этому вину, все слова наглухо застряли в горле. Это обожаемый напиток, но нежеланный подарок. Каждая бутылка в погребе Шульских содержит исключительно достойный напиток. Дядюшка Воронин не побрезгует ни одним из них. Что-то... Мне надо, блядь, пальцами щелкать. How did it go? Mission... Дать бутылочку ликера. I think this is the one Uncle wanted. Yes. This is our little funeral battle. We would meet in Stasha's study after every funeral we went to and raise a toast to the dead. And recently, we've been seeing one another more and more at such events. More and more. But this time. So, to an easy death, as Stasha and I... How did he die? Hasn't Lygia told you? I haven't even had the chance to ask. He didn't suffer, but such images in the memory. What then? Am I drinking alone? Выпить за легкую смерть. I suppose there's no reason to bear grudges or be angry, is there? Stasio? To an easy death. Familiar faces keep vanishing from my life. Stasio and my Helena before him. I miss my little darling. I miss them both. Well, obligation. Попросить немного подождать. You'll all have to wait. All right. А смысл мне, в принципе, сад? Ой, ну-ка в сад. Пойдем в сад. Может, что-нибудь в саду можно будет поклацать? Парень, ты ёбнулся? Не, тут нет ни хрена. Или есть что? Ну что? Нет ничего, ладно. Атмосфера прикольная, но где-то как-то... Ну чё, ладно, дядюшка, погнали. Выпить ликеру? Что я сделал? А, я. Я жахнул ликера, еще что-то нарисовал и получил за это опыт. Вот, блин, вот если бы за выпивку бы опыт давали жизненный, это было бы классно. Бюст сирены. А, гардероб. Чтобы переодеться, воспользуйтесь гардеробом. Но у меня ни хрена нет. Прямые спины, каменные лица, серьезная фотография, окей. Ну, письмо Парижа. Мне уже настолько лучше, что хватает сил тебе написать. А, это любимая сестра мне писала. Опять какая-то хрень. Письмо от матери. Любимое дитя. Весть о гибели Станислава наполнила мое сердце печалью. К глубочайшему сожалению, я не смогу присутствовать на похоронах. Парижские обязательно... Понятно. Вот мне интересно, как так быстро письмо доставили, а тело даже не это. Или я не понял, что там. Или его сожгли. Кремировали, пока я ехал. И-я-ри-ри-ра. Такую я песню слышу. Ладно, погнали, бахнем завещание, послушаем.
Тут есть что стыбзить, прочесть? Серьезно? Моя последняя воля, писанная в году Рождества Христа. Понятно. Первое и непреложное называю дочь мою лиги исполнительницей сего завещания. Сразу по моей смерти завещаю провести перепись инвентаря и все движимое имущество мое выставить на публичные торги. Полученную таким образом сумму денег раздать на кладбище нищим. Все, что имеет отношение к фамильному предприятию, вверяю в попечение моей дочери. Никаких инструкций ей не оставляю, а только прошу вести дела скромно, честно, не рискуя подобно ее отцу. Другу моему Александру Воронину оставляю коллекцию мушкетов и 2 револьвера времен восстания, когда впервые с ними встретились. Наконец, моему сыну Виктору передаю в пользование мой гримуар в надежде, что окажется он ему полезен. Такова моя последняя воля. Понял. I am ready, Mr. Shulski. I only need all of you to be present. Can we start reading your Да? Yes, let his will be done. Begin. Let's begin if everyone is ready. Would you all please take a seat? Ladies and gentlemen, by the power of my office vested in me by the grace of His Imperial Majesty, the Emperor of all Russia, I hereby testify. Mr. Shulski's last will and testament were prepared several years ago in the presence of Zaslav Fedorov, Esquire, that is, myself. My last will and testament record in the name of the... Therefore, my first irrevocable wish is to appoint as executrix of this will my daughter immediately after my death an inventory. After completing the inventory and let the administration of... I'm not even getting a teaspoon. All movables and immovables relating to the family enterprise, I wish that the business should be conducted with... A joker to the very end. To my brother-in-law and all my collection of muskets and... Stasio, I will have plenty to do in my retirement. Enjoy your retirement. I would also like to come to the aid of my only son, Viktor Szulski, by entrusting him with the use of my personal black grimoire, in the hope that he will be able to make good use of it. This is my last... However, this last bequest poses a certain problem. Yes, it certainly does. And what is that, may I ask? I am not in possession of this grimoire. The late Mr. Szulski used it... Meaning it's disappeared? Кто-то спиздил гримуар. Did father have his grimoire on him at the time of his death? It was only because of the grimoire that we could identify him at all. What actually happened? How did he die? A building collapsed on top of him. I don't know any other way of putting it. The grimoire. Could someone have taken it? Perhaps. In all that confusion. But why would anyone want Papa's grimoire? An ordinary person won't use it. Would the Thaumaturge just happen to be passing by? Father had all his knowledge in there, but I don't know if it would be useful to someone other than him. I don't even... I'm sure Stasio had a reason. A building? It collapsed on top of him? It was a day like any other. Papa had gone for his habitual walk. When he didn't come back for a long time, I got the bad feet. We rode there together. An entire wall of a tenement had collapsed. There were 3 victims. To see him there in that Where did it happen?
Where was this building? The southern part of Śródmieście, not far from the police station. Of all the possibilities, this was the death that fate prepared for him. Блин, я не знаю, стоит ли прокачивать эту херню гордыню. I foresaw a slightly more pleasant end for him myself. I doubt even he deserved such a horrible death. Those might be the kindest words you've ever said on the subject of a father. How typical of his sort of person to keep a portrait in his study of a family that was only a family on canvas. Not long after the painting was done, he got divorced, ruined Energetis, and kicked out his son. But there the portrait hangs, as if family meant anything at all. I don't know what exactly happened with Aboritse, but I know that Papa felt guilty. You don't want to forgive him even now that he's gone? Нет, конечно. The dead need no forgiving. And as for forgetting, I don't know how. It's just a shame about the grimoire. What do you intend to do? Осмотреть вещи отца. И про Ивана Конечкина. I think we have to look for the answer in the place where it happened. With your sight, you can make out more in those ruins than I, or Uncle, or Detective. This is a good lead, but... And where are father's things? You're standing at the very center of his kingdom. And the store? I've started stock taking there to distract myself, and As you wish. Так. Father, Ивана have you been knew a Конечкина. certain Ивана Konechkin. Have you heard anything about him? Konechkin? Такая фамилия sorts of прикольная. Ну, people в смысле, came to Papa's store. на слух прикольно. that doesn't mean every one of them might know something about the grimoire. That's true. And Mordechai Chayat? I don't think so. He worked with father, but he left more than a... Do you know where I might find... Sadly... Do you have any... Now at least I can see how little I know. Maybe these scraps of Well, now that we know what's got to be figured out. I'll see you out. Goodbye, Uncle. And, Ligia. The most important thing is you're here now. Да. Ноктюрн си бемоль минор. Ну, вот такая вот у нас серия получилась. Все, дальше уже следующий будем расследовать. Ну, пока чувства об игре какие двоякие. То есть, по сути, здесь ничего не происходит. Ты бежишь по квесту, делаешь, иногда дерешься. Вот. А прокачка, не прокачка, я даже не знаю. Надо, не надо. Что вот это такое? Это улучшение навсегда повышает очки здоровья на 2. Блять, я беру. То есть это восстанавливает. А, у меня 1 очко, мне надо вот это. Ладно. В следующей серии будем тоже так же разбираться, выполнять квестик. Побочек, я так понимаю, тут как особо нет. А хотя вот что-то. На дне саквояжа осели песчинки африканских пустынь времен отцовства. То есть все-таки надо долбить, да? Пока я не щелкну, они не подсветятся. Ну ладно. Ох, разбираться и разбираться. Ну что, на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, не скучайте и увидимся в новых видео. Пока-пока.